One. Манба One. Мамба за по 5 мысли. Манба One. Долго учил вот это вот. Манба One. Это выговорить Манба One. Ну, короче, ребят, вот такой вот охренительный геймпад. Я сейчас специально, вы знаете, что сделал? Сейчас возьму, выключу, включу, чтобы появилось у нас тут кое-что у нас. Он сейчас загружается. Здесь у него есть экран. Экран есть со встроенным приложением. Вот я сейчас зажму. Со встроенным приложением по управлению вот этим самым геймпадом. А чем интересен геймпад? Датчики холла. Датчики холла. Потом, ну, само собой, вот эта вот цветная панелька, он полностью RGB-шный, с управлением различным. У нас с холл-эффектом вот эти вот штучки, курочки, которые еще переключаются на кнопки, на простые. Еще и 4 дополнительных программируемых кнопки. Ребят, все это можно подключать через вот такой вот донгл, через Bluetooth и совместимость персональный компьютер в режиме Xbox 360, Android TV в режиме Xbox 360, либо Direct Input. Потом Switch, само собой здесь есть 6-осевой гироскоп для свитча. И, конечно же, еще и iOS и Android самые простые. Ну, мы на Android TV, вот на таком Rocktec тестировали. Знаете почему? Потому что Rocktec сертифицированный TV-бокс для игр, для GeForce. Он и с GeForce совместим, но GeForce я не запускал, потому что GeForce Now я сейчас не нахожусь в стране, где есть сервера. GeForce Now это достаточно тяжело, но с ним он совместимый, тоже он определяется, имеет полную совместимость. То есть геймпад универсален, геймпад крутой. На канале Технозон, кстати, еще и цена крутая. Сейчас вы видите, на канале Технозон поехали. А вот и цена, 59,36. Откладываю, сейчас на распаковке все увидите. Он с вот таким вот классным, таким этим, зарядной станцией с классной. 59,36. Ребята, 59 баксов за вот такой вот геймпад. А теперь на секундочку, 1800 мАh батарея. Дизайн просто зашибенный. Давайте опущусь ниже. Manba One, пожалуйста. Бездрифтовые вот эти вот триггеры с Hall Effect джойстиками, пожалуйста, кастомизированные цвета. У нас есть ремаппер, встроенный внутрь программы, где вы можете назначать прям комбинации кнопок прямо внутри самого геймпада в его приложении, которое встроено в него. Вам не нужно никакое дополнительное приложение. Все делается внутри самого геймпада. Ну, это у нас здесь хранится донгл, все остальное. И его комплект даже с заменными вот этими джойстиками разной длины. Тоже покажу вам их, в том, что они есть. Много всего здесь они не писали. Геймпад действительно интересный. И знаете, как вот здесь даже писать много ничего не надо. Мы просто-напросто получаем все в одном. Со всеми настройками в одном. Вам не нужно мучиться с драйверами. Вам не нужно мучиться с какими-то настройками, где-то искать чего-то, как-то подключать. Все в одном. Подключили и работает. Все. А настройка здесь внутри. Настройка настолько интуитивно понятная, что ну, даже заморачиваться с этим не стоит. Я вам покажу, когда меню, вы сразу все поймете. Ребят, переходим, распаковываем. Тесты, компьютер немножко Android TV. У меня свитча, к сожалению, нет. И iOS, к сожалению, тоже нет. Но с Android и Android TV полностью совместим с теми играми, которые поддерживают геймпады. Ребят, ну и, конечно же, ссылочки на вот этого вот продавца лежат в описании под видео. А вообще еще прошу вас подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши интересные видео. В общем, переходим, потом делаем вывод. Manba One, знаете, полноцветный, интерактивный, с экраном интерактивным гейминг-контроллер. Название, конечно. Да, Manba One. Ну, такое, посмотрим. Зарядная станция у нас в комплекте. Ух ты, заменные стики. Интересно, интересно. Полноэкранный Full LED Screen, Full Color LED Screen. Hall эффекта, то есть джойстики с датчиками холла. И 4 еще кнопки дополнительные, которые переназначаются. Линейный Hall эффект триггеры. У нас даже триггеры с Hall эффектом. Это прям вот топчик какой-то получается. А ну, давай, как его открывать? Раз. Ручками. Манба. Number 5 должно быть, а не number 1. Манба. О, а ну-ка смотрим. Смотри, какой комплект, а. Смотри, инструкция. Инструкция, Facebook Group. Очень нужна нам. Так, сразу открываем. Потихонечку легче. Так, у нас сменные есть, да, эти штучки. Ладно. Джойстики. Z+.
Теперь сам по себе геймпад. Сейчас мы к нему вернемся. Зарядная станция. Который заряжается от чего? Ой, слушай, тут прям Вот даже... это. Ой, короче, я вам сейчас расскажу. Тебе прям нравится? Я вам сейчас расскажу. Очень он мне напоминает. Ты помнишь, у нас был геймпад большой, белый, тоже с зарядной станцией. Как же он назывался? Ладно, неважно, уже не помню. Сама по себе зарядная станция на Type-C-шку кабелем, который он подключается, то есть подключается Type-C. Есть вот такой вот интересный момент. Это у нас для подключения донгл. Все, он заморгал. И сам по себе геймпад. За геймпадом вообще все интересно. Нифига себе. Всё очень... Нифига себе. Ты понял? Да, ух ты! Тут вообще... Подожди, а как он включается? Я вообще сейчас потерялся. Через он. Да я понимаю, что Вот. через он. Смотри, Ага. ладно, давай так. Вот это вот триггеры с датчиками холла. Кнопки клацаемые, сразу говорю. Вот эти штуки тоже с датчиками холла, сами по себе джойстики. У нас есть, это, кстати, у нас а-ля Xbox Style, да, с расположением. То есть, если у PlayStation 2 стика здесь, то здесь стик у нас... Что это внутри за кнопки еще? Они нажимают раз. А я не знаю, или это такой Ну, дизайн, это или это дизайн. вибро. Короче, как-то вообще очень прикольно. Ну, здесь кнопки, понятное дело. Давай попробуем включить его. это Так, попал. здесь у нас 4 кнопки репозицируемые. Здесь у нас, видите, с мертвыми зонами, да, для того, чтобы Клёво. обеспечить, допустим, половинчатое нажатие, либо полное. Либо полное. Есть М1, М2, М3, М4. Ну, она не так, наверное, вот так вот он надо нажимать. Так я так и делаю. Опа, экранчик загорелся. Экранчик загорелся. Реконнектиться куда-то. Надо нажать на домик на 3 секунды. А где домик? Вот у нас же здесь кнопки. Смотри, домик, Ух ты. старт. Еще вот этот вот какой-то, не знаю, что за кнопка back. Это мы сейчас все рассмотрим. Так, на домик на 3 секунды. Ну давай. Раз, два, три. Так, сейчас он спаривается, ладно, у нас есть режимы. А как вот этим вот работать вообще? Ну так, он не Да сенсорный. ладно, слушай. Смотри, сеттингсы. А как вот этим вот, как вот это выбирать? Вот старт. Так, понятно. Есть различные конфигурации. Есть чип, короче, баттон. А ну смотрим. Вы поняли? Можно тут прямо на месте делать ремаппинг. У нас есть джойстик. Слушайте, регулировка мертвых зон. Там видно вообще? Да. Регулировка мертвых зон. Есть регулировка триггеров. Триггер мертвой зоны строк. Это дистанция, необходимая для полного срабатывания триггера. Слушайте, вообще, блин, бомба. И вибрация. Вау, вот это прям, Лиса, это прям по твоей теме. Я такое люблю. Да, Посильнее, пожалуйста. да, вот это твоя тема, короче. Теперь давай посмотрим режимы, какие есть. Персональный компьютер. Сейчас у нас на текущий момент ресивер подключен. Switch, Android или iOS. За это тоже вообще отлично. Теперь дисплей, яркость, цвета. О, у нас LED. Да ладно, слушай. Очень. У нас тут, короче, он еще и топовый. Поснимаешь на проходках так, чтобы было видно. Прям вот такие вот моменты. Смотри. Чтобы прям красиво Хочу было. такую штуку. Так, и LED режимы. Ты поняла? Смотри. Breathing, always on и close. Короче, есть дыхание. То, что оно там менять будет, короче. Есть постоянно включено и выключено. Все понятно. Давай breathing оставим. Оно будет менять цвета. Видишь, менять потихонечку цвета. Это красиво. Это вот очень красиво. Слушайте, что здесь в дополнительных языки? Есть английский, китайский, корейский. Калибровка. Здесь есть калибровка. Да ладно, слушайте. Прям прикольно. Триггеры. Ага, калибровка и motion контроль. А что значит motion контроль? Он же еще и для свитча поддерживает этот акселерометр. А ну давай попробуем тесты кнопок. Слушай, мы сейчас уже все тесты кнопок провели. Нам не надо его никуда подключать, по сути. Вообще жесть. Не, мы, конечно... Ой, зря я, короче, так нажал. Персональный компьютер. Давайте там... Сейчас мы его подключим. Мне интересно, как он законнектится. Так, с этим все понятно. Давайте посмотрим в инструкции. Смотрите, даже пленочку для экрана дали запасную. Запасную пленочку. А вот эти вот штуки сменные, как они меняются? Открыть надо верхнюю часть. Ну сейчас мы вообще посмотрим, что у нас здесь есть. Да ладно, тут, короче, дофига разных моментов.
Нифига себе. Ты вот это вообще Ты не видела? помещаешься. Это все не помещается. Ты вообще вот это видела? Тут как свич подключать, через Bluetooth как подключать. Да ладно, слушай, сколько у нас здесь. Ну они, видишь, как вышли из положения. Им не нужно приложение никакое. У них все это есть конкретно в самом геймпаде. А давай посмотрим, что у нас за кнопки есть. Ну это триггер-локи, M3 button. Короче, ничего из того, что мы не видели. Ничего из того, что мы не видели. А ну подожди, триггер-локи, мне интересно, вот все-таки они должны, вот если я залочу, да, у нас триггер лочится на 50%, здесь на полный ход триггера. Прикол. Вот это вообще, да, сделали топово. Прям прикольно, ну на самом деле очень классно. Слушай, с этим очень-очень прикольно. Так, турбо-сеттинсы, ремаппинги. И здесь расписано, как управлять мертвыми зонами и тому подобное. Больше ничего нет. Слушайте, очень хочется его подключить сейчас и уже начать тестировать. Давайте мы, наверное, это и сделаем. Ну, про эту ничего не скажешь? Ну, а что про нее? Это просто вот у нас... Вот, спасибо. Да, просто у нас это. Ну, мы его сейчас подключим, все само собой, и будем уже после этого тестировать, ребят. Так, друзья, подключил. Сейчас мы посмотрим, что завибрировал. Завибрировал. И включаем геймпад контроллер теста. Так, старт теста. Сейчас надо, во-первых, выйти. Давайте выключим его. Перевключим. Да, все, он определился. И включаем на старт теста. Первый геймпад. Так, поехали. Лево. Ой, слушайте, как мягко, а. Как же мягко. Вот так вот вообще топ. Слушайте, стики вот прям топовые, знаете, вот сколько ты там не это, я в шоке. Практически без мертвых зон, без провалов, все на датчиках холла. Вот эти вот триггеры прям суперовые, слушайте, вообще топ. Смотрите. Так, приятненько. Так, кнопки все работают. Да, в принципе, слушайте, мы что это все на внутренней штуке проверяли. Так, R3, L3 работает и простые кнопки работают. У нас есть еще программируемые, вы поняли, что они программируются в самом приложении, которое есть в экранчике, спокойно программируются. Теперь, хорошо, это геймпад контроллер тестер. Определяется ли он в Steam? Мы должны с вами проверить совместимость со Steam. Давайте идем в настройки и ищем геймпад. Вот он, контроллер. Контроллер Xbox 360 определяется. Давайте посмотрим по тестам. То же самое, абсолютно все идеально работает, все кнопки детектятся, все хорошо. Триггеры срабатывают как триггеры, а не как кнопки. Все, отлично. С этим все тоже топово. Закрываем. Ну и, конечно же, в какой-то игре надо потестировать перед переходом на ТВ-бокс. Конечно же, это будет Stalker. Так, мы уже в игре практически. Давайте. Геймпадик сразу увидела. Stalker. Я играю не через Steam, а через Xbox платформу, которая на компе, кстати. Не на Xbox, сразу говорю, не работает на Xbox. Нажимаем на кнопочку и прям интересно мне... Ой, куда... Боже, куда я попал? Я вспомнил, я зашел в какую-то пещеру, что-то искал. Надо найти другой сейф какой-нибудь. Давайте загрузимся чуть-чуть пораньше. Так, ну, я вам скажу, целиться очень-очень неплохо. Прям вот слежение за объектом. Вот я сейчас попробую на фонаре. Сейчас сконцентрироваться. Давайте, пошли в бок. Так. Надо привыкнуть чуть-чуть. О, прям прикольно, слушайте. Мягенько. Пробуем, если бы мне еще сталкер не притормаживал за то, что я записываю одновременно. Приятно. Правда, привыкать надо, я вам скажу. Я всю жизнь в такие игры играл конкретно на мышке с клавиатурой. И, кстати, в Horizon только единственное прошел. Видите, я держу в правой части столб. Давайте попробуем в левой его подержать. На левой, знаете чем? Левый указатель прицела левее столба. Будет ли уходить? Отлично. И попробуем центральную часть на столбе сфокусировать. Слушайте, все кнопки работают. Можем переключать оружие.
Мягенько, хорошо. Вообще отлично. Если бы еще сталкер не тормозил, было бы все шикарно. Давайте попробуем с такими прицелами. Мне интересно по настройкам. Есть ли у нас какие-то настройки по геймпадам? Стреляем, стреляем, стреляем. Пробуем здесь. Кнопки R3 работают. Слушайте, да все работает. Очень удобно играть. В общем, давайте перейдем на TV-бокс, на андроиде попробуем. Слушайте, а знаете, с чего все началось? Да с того, что я играю на этом геймпаде, на Android TV устройстве, на Rocktech G2. И тут один момент. Я играю с донглом. Хотя они утверждают у себя, что для андроида нужен Bluetooth, это нужен для планшета, либо для смартфона. Для Android TV устройства, ну, по крайней мере, у меня Rocktech сертифицирован, он поддерживает все эти геймпады. В том плане, что вот сертифицирован под GeForce Now. Пожалуйста. Фух, работает. Работает. Но это еще не все. Игр у меня здесь очень много. Я когда-то уже показывал. Давайте мы с вами найдем здесь в маркете. Есть такое приложение, как Gamepad Controller Tester. А вот он, Game Controller Tester. У меня даже установлен. Давайте его загрузим. Разрешим ему доступ. И попробуем. А теперь прикол. Он у нас детектится как X360 контроллер. Давайте попробуем потестировать. Device Info Xbox 360 контроллер с информацией о мейпинге. Connection у нас проводной. Видите, Connection Wired. Тип геймпад. 11 кнопок. 6 осей. Слушайте, ну это все прикольно. Ну. Но само приложение его не видит. Его видят только... Ну, нам, в принципе, проверять не нужно. Мы здесь только инфо прочитали. Нам проверять не нужно, как детектится, допустим... Вернее, как работают мертвые зоны. Мы это уже видели. Но то, что его игры видят, это факт. Вот в чем фишка. На сертифицированных, скажем так, устройствах это работает немножко по-другому. Сейчас попробуем. Попробуем потом переключить на Bluetooth, наверное. Сейчас, если не будет работать во всех играх, то будем менять, скажем так, конфигурацию. Но через свисток он... а в игре работает, прикиньте. То есть игра обращается, видит контроллер, Xbox 360 совместимый, и с этим тоже отлично работает. Я даже на Bluetooth переключать не буду. Здесь я зря повелся на это дело. Хорошо, с этим работает. Надо прям проверить разные игры. Давайте идем... Что мы еще запустим? Какую игру запустим? Такую... Battle Supremacy. Можно. Там конкретно выцеливать надо. Либо же нужно что-то запустить. Subdivision Zero. Сейчас попробуем тут тоже. Мы должны понять совместимость. Он совместим с Android TV устройствами. Сертифицирован. Контроллер. Оно увидела. Подожди. Что, действительно контроллер увидели? Давайте стартуем. Сейчас посмотрим. Так, а вот здесь вот уже интересно. Здесь он его не определил. То есть здесь уже для некоторых игр нужно будет конкретно в Bluetooth режим его вводить. И что мы с этим сделаем? Мы, наверное, так и сделаем, что... Что-то, во-первых, позакрываем для начала. Сильно много у меня игр тут пооткрывалось. Так, зареконнектили его. Попробуем. Видите, у нас сейчас он даже в меню работает. В Game Controller Tester перейдем. Еще раз посмотрим. Давайте. Да, вот, все, пожалуйста, у нас есть доступ к геймпаду. Никаких у нас артефактов внизу нету, там, где я использую... Смотрите, как мягко идет. Нет никаких перескоков. Смотрите, идем по оси этой, по оси... Смотрите, лево, право. Вот я все одновременно. Вообще мягко. Вот смотрите, я низ держу вверх и боковинки иду. Перетекание очень плавное. Нет вообще провалов. Вообще провалов нет. Супер. Ну, тут все прикольно. Слушайте, прям мне нравится. Давайте попробуем с вами в эксперт режим пойти. Давайте посмотрим. Так, смотрим. Да, тоже все мягко идет. Все работают. Слушайте, давайте вернемся к игре Subdivision Zero. Давайте Subdivision Infinity. Да, вот теперь Subdivision или Subdivision, работает. Нет, не хочу никуда выходить. Давайте полетим куда-нибудь сразу. Постреляем. Мне интересно, как работает у нас. Слушайте, ну он полностью совместим с Android TV платформой. Ну, вообще с Android платформой. Если на Android TV работает, то вообще отлично. Сейчас попробуем прицеливаться.
Мне нравится. Прикольно, что Switch, iOS, Android, компьютер. При этом на компьютере, ну, я не знаю, один из лучших. При этом вы можете его настраивать. Так, включаемся. О, все работает. Слушайте, а как мягенько работает вообще. Так, а тут же ж надо как-то стрелять. А как стрелять? А чем стрелять? А, все, нашел. Или не нашел? Где? А, вон, нашел. Нифига себе вас тут налетело, блин, иди сюда. Один есть. Сейчас второго. Вот это меня тут разрывают. Раньше очень любил вот такие вот космические стрелялки. Слушайте, очень классно целится. Прям топово. И еще открою один секрет. Дело в том, что можно через Bluetooth на постоянку работать. Иди сюда. Да блин. Надо одной целиться, одной лететь. К этому... Да не, я не тебе. О, еще один есть. Смотрите, дело в том, что можно на постоянку Bluetooth использовать, а можно использовать простой метод. На каждую игру вы просто-напросто перетыкаете донгл, и он тоже будет работать у вас, даже с донглом на каждой игре. Ну, так уж устроен Android, он просто-напросто перехватывает управление приложения, если перехватило управление правильно не отдало на проводной джойстик, на проводной геймпад, то так и будет. В общем, работает все, переходим и делаем выводы. Да за такую цену я не то что рекомендовать могу его, я вам скажу, что это прям вот топ геймпад. Я не могу вам сказать, что этот пластик выдержит там многие долгие годы, но то, что за эти деньги я могу его менять хотя бы раз там в полгода-год, это факт. Хотя я думаю, что выдержит он намного больше. Вот эти датчики холла, они обычно ходят там 1-5 миллионов каких-то действий. Вы такие там раз вот так вот поделали и все, и не будет ничего. Короче, ребят, рекомендуем с док-станцией. Красивый, классный геймпад. И все, ссылки в описании под видео. Пока.